Здрасте! Сегодня мы поговорим про косяки в ванных, в душевых, туалетах, санузлах. Косяки эти, они прожиты прям вот нашей студией вот по максимуму. Всегда на самом деле так кажется, что вот, блин, я косячу, а вот остальные все совсем такие правильные, не косячат и вообще не ошибаются. Нифига, проблемы есть у всех, косяки появляются у всех. Начнем, значит, с первого косячочка. Представьте себе картину, вы заходите в душ. Включаешь себе верхнюю леечку, а оттуда повалилась холодная вода. Так прилично бодрит. Это неприятно, некомфортно. Проблема в том, что в трубах скапливается вода, и она потихоньку остывает. И нужно просто несколько секунд, чтобы она прошла. Чтобы не было этой проблемы, мы сейчас в новых проектах всех проектируем ручку лейки так, чтобы смеситель можно было отрегулировать, не заходя под струю воды. Часто делают как? Узкая душевая, в дальнем конце ставим смеситель и сверху у нас лейка. Никак вообще спрятаться нельзя, только если ты такой убежал в угол куда-то от этой водички. Если это у нас длинный коридор, мы ставим просто слева от этого коридора. И так можно, не подходя к струе воды, нормально регулировать температуру. Самый высший пилотаж — это когда ты открываешь дверку и регулируешь водичку прямо вот здесь вот. Она отрегулировалась, и ты тогда можешь уже зайти в нормальную теплую душевую под теплую водичку. Второй косяк. Душевые кабины. Вообще душевые кабины — это говнище полнейшее. Их нужно было сжечь еще при рождении. В ней вот так вот закрываешься, как в батискаф, и поплыл. Нормальные производители не делают душевые кабины, потому что это говно. Ты, значит, такой открываешь там какой-нибудь краник, и оттуда просто со всех щелей идет эта вода, откуда только она могла идти. Куда вот крутить? Что надо делать? Куда пошло? Отсюда? Так. Каждый, как минимум, в своей жизни хоть раз да это чудо использовал. И с ними же вместе нельзя ставить души китайские. Там очень часто есть проблема, ты не понимаешь, за какую ручку надо дергать, чтобы полилась вода. У нормального душа есть всего два положения воды. Это обычная лейка и тропический душ сверху. И всего два рычажка. Один рычажок регулирует температуру, и у нормальных смесителей этот рычажок с термоголовкой. То есть ты просто выставляешь 38 градусов, и всегда у тебя нормальная температура. А вторым рычажком ты просто переключаешь, в какую из леек пойдет вода. В обычный душ или сверху. Все, так должен выглядеть душ. Внизу я сделаю несколько ссылочек с нормальными душами, но на самом деле это практически все европейские производители. Просто не покупайте китайское говно. Третья ошибка – бортик в душевой. Часто пытаются делать душевые вровень со всем полом, но проблема в том, что в душевых водичка, она немножко стоит, буквально 1-2 сантиметра, и если негде стоять, она пойдет по всей вашей ванне, когда вы моетесь. Даже если вам строители сдали квартиру и показывают: вот смотри, вода прям хорошо уходит, ничего не стоит, через несколько буквально месяцев или там дней слив забьется немножко, и вода опять начнет стоять. Вода по-любому стоит. 1-2 сантиметра она стоит вот, всегда. Поэтому нужно делать всегда минимум 2 сантиметра бортик. Это не обязательно делать плиткой и там поднимать что-то. Этот бортик можно сделать просто металлическим профилем от самой вот этой вот душевой стеклянной дверки. И его достаточно, чтобы нормальную большую там душевую обработать. Но если никакого бортика не хочется, и хочется прям вот сделать вровень со всей плиткой, у Butec есть своя разработочка. Это душевой поддон, который находится под плиткой. Спроектирован он так, что плитка кладется на него сверху, и водичка проходит прям вот между плиточное пространство. Там не затирается просто затиркой. По сути, сам душевой поддон находится ниже пола. Это стоит немножко, конечно, дороже, чем обычный слив, но если хочется что-то вот вровень, то лучше вот использовать такой душевой поддон от Butec. Мы сейчас в своих проектах его и используем. Четвертое. Бортик под дверь. Бортик мы ставим не только в душевой, но еще и на вход в само помещение. Санузел, ванну и так далее, в любое
мокрое помещение. Давайте посмотрим на санузел сверху. У входной группы всегда есть какое-то расстояние в толщину стены, а дверь тоньше, чем стена. Поэтому очень частый вопрос, как мы делаем плитку. Подрезаем плитку вдоль стены, а потом вставим маленький аппендикс внутрь проема. Или мы подрезаем всю плитку, чтобы не было маленького аппендикса. Мы подрезаем так, чтобы маленький аппендикс внутри проема встал, но этот аппендикс мы немножко поднимаем под угол, создавая небольшую ступеньку в 5-7 мм от общего уровня пола во всей квартире. Для чего она нужна? Ну, во-первых, этот аппендикс все равно есть, иначе бы приходилось подрезать всю плитку под вот эту вот длину. Это и неудобно, и долго, и нафиг не надо. Второе. Вот эту плоскость, когда мы ее поворачиваем, она у нас замыкает влажное помещение в один контур. Мы всегда ставим датчики от протечки в помещении, но вода не обязательно может попасть на датчик протечки. Вот представляете, датчик протечки стоит вот здесь вот, а вода где-то вот здесь вот начала сливаться. И она может просто не дойти до датчика протечки, а пойти ручейком и потихонечку выйдет в другие помещения. И для того, чтобы вода 100% дошла до датчика протечки, мы должны замкнуть контур всего влажного помещения. Водичка, когда упрется в этот контур, начнет расходиться по всей площади санузла. Для этого он и делается. И еще, например, недавно вот у наших клиентов была история. Они заехали в квартиру, прекрасно живут, куда-то уехали отдыхать, но сверху строители, они забили стояк бетоном или там какими-то смесями и начали сливать свои какашки. Наш клиент жил на первом этаже, попали вот ровно нашему клиенту, и через унитаз вышло все, что они там сливали. И вот только вот этот вот маленький порожек спас всю квартиру и паркет от этого затопления, потому что вот ровно до него дошла эта вся вода. Поэтому это очень важная фишка, и мы ее используем в каждом проекте. Пятый косячок – это розетки в зеркальном шкафу. Часто люди выбирают зеркальный шкаф вместо обычного зеркала. Это у нас тоже частая история. Это все-таки и удобнее, и есть у тебя место для хранения дополнительное, и можно спрятать куда-то щетку зубную. Вот вы спрятали зубную электрическую щетку туда, электрическую бритву, но ее нужно заряжать хотя бы раз в месяц, но она должна включаться в розетку. Чтобы все эти блоки питания и вот эти вот розетки не торчали на виду, мы ставим обязательно 2 розетки внутрь зеркального шкафа. Они там спокойно заряжаются, а вы спокойно пользуетесь, и никакие провода вас не напрягают. Вообще, на самом деле, вот этот вот списочек я писал своим дизайнерам и технологам, когда ходил по проектам. Часто они что-то забывают, и вот я пишу такие вот чек-листы, что не нужно забывать. И по сути, это все видео, это такой чек-лист, чтобы и новых сотрудников учить, ну и с вами, в принципе, поделиться, да, вам тоже будет полезно. Шестой косячок, это вообще с 6-м косячком у меня связана целая история. В самом первом моем проекте, где я вот получил реально деньги за то, что я был дизайнером, это было в 2013 году, очень-очень давно. Там у нас была небольшая ванная комната, и нужно было поставить и ванну, и раковину, и еще и стиралку. Все это вот не помещалось, и я вот как-то их вот так впихал, но забыл лючок для ванны. В ванной есть сифон, он находится под ванной, вот там, где у вас слив. Его время от времени нужно чистить. И я просто забыл предусмотреть лючок до этого сифона. Там, естественно, возникла проблема, как вообще это все делать, потому что обычно слив у нас находится прямо вот у стенки, там, где лейка расположена, и на той же стенке, естественно, была вот эта раковина. Нам пришлось достать стиральную машину, проковырять дырку и там как-то вот поменять этот сифон. Было очень сложно, тяжело, и больше никогда я таких косяков не допускаю. Всегда нужно между шкафом, раковиной и ванной сделать отступ в 250 миллиметров. Это минимум, который нужен отступ, чтобы рука сантехника пролезла, да, ну и, естественно, еще и сам лючок, чтобы можно было снять и руку сантехника туда пустить. Если у вас ванная комната маленькая и вот, ну, не получается это сделать, есть небольшой лайфхак, есть ванны со сливным отверстием посередине, и лючок нужно будет делать тоже посередине, не нужно его будет делать там, где у вас находится раковина.
7-й косяк – дверь в душевую. В душевую не обязательно ставить дверь, не всегда это нужно, но перед тем, как принять решение о том, чтобы дверь не поставить, нужно посмотреть, пойдет ли вода куда-то вот так вот разбрызгиваться. Мы часто не ставили двери, потому что, например, сами не хотели, это не очень красиво, или клиенты были очень-очень против того, чтобы поставить дверь. В некоторых случаях водичка реально выходила, плескалась, просто вот весь пол ванны заливала. По моим подсчетам, если у вас тропический душ, который выливает воду вниз, то водичка не уходит дальше, чем 1,5 метра от стены. Но если у этого душа есть какой-нибудь водопад, который стреляет уже не вниз, а в бок, водичка уже уходит дальше. Вот в одном из проектов у нас была такая проблема. Я не предусмотрел вот этот вот водопадик, и водичка, когда ты просто принимаешь душ, нормально, проблем никаких нет, никуда ничего не уходит, но если вдруг кто-то включил водопадик, водичка полетела дальше. И это реально проблема. Поэтому прежде чем не поставить дверь, нужно 20 раз подумать и прикинуть, какого формата у вас смеситель. 8-й пункт – полотенцесушитель. Вообще не только полотенцесушитель, но в принципе нужно озаботиться как-то сушить полотенце. Проблема в том, что дизайнеры, начинающие особенно, они не ставят полотенцесушитель ни на планировку, ни в визуализации, и потом вообще забывают про него. Если ты живешь один, то никакой проблемы нет. Полотенца и так высохнут, а если у тебя еще есть теплый пол, то высохнут 100%. Теплый пол подсушивает все пространство. Но если у вас там семья большая, вы постоянно принимаете ванну, душ, полотенце нужно постоянно как-то сушить, и полотенцесушитель — это обязательно атрибут. Но есть один лайфхак. Если вам не нравятся полотенцесушители, можно сделать горячую стену. В некоторых проектах мы так делали. Мы просто ставим пипочки на стенку для крепления полотенца, а эту стену делаем подогреваемым. Обычный теплый пол мы просто клеим на стену. И получается теплая горячая стена, которая будет осушать ваши полотенца. 9-й косяк – выключатель вытяжки. Это я тоже все испытал на себе. Да, обычно выключатель вытяжки ставится снаружи комнаты. И вот ты такой сидишь, значит, да, на белом троне, наделал делов, понимаешь, что нужно включить вытяжку, и, конечно же, выключатель вытяжки должен быть дублирован внутрь санузла. Желательно поближе к туалету, да, чтобы можно было просто нажать. Сидишь себе такой, значит, думаешь, или в телефоне сидишь, и просто нажал, и никого в семье не бесишь. Последний, 10-й пункт на сегодня – это отдельно стоящая раковина. Отдельно стоящая раковина выглядит красиво. Все пространство преображается, когда вы ставите отдельно стоящую раковину. Одна проблема – на ней ничего нельзя поставить. У нее просто нет столешницы. Просто тюбиков в ванной, особенно женских, да, тюбиков, очень много. Прям вот они вот так вот наставлены. При проектировании ванной комнаты или там санузла с отдельно стоящей раковиной нужно обязательно проектировать полочку. Для этого у нас в Boka Room есть полочка для ванной. Она специально спроектирована для ванных комнат и вот отдельно стоящих раковин. И все эти тюбики можно складывать внутрь этой полочки и не напрягаться. Вообще будет очень красиво. Эти тюбики не будут захламлять пространство, они вот скрыты за полку. То есть если ставите отдельно стоящую раковину, то нужно обязательно поставить какую-то полочку, куда можно будет накидать все эти тюбики. Ну вот и все на сегодня. Все косячки я перечислил. Если вы допускали какие-то жесткие косяки и хотите с этим поделиться, обязательно пишите в комментариях. Если там накопится достаточное количество косяков, то я сделаю еще одно видео с косяками в ванных комнатах. А автору самого жесткого косяка я подарю вот такую вот маечку «Ты ж дизайнер». Ну все, пишите комментарии. Ставьте лайки и пока-пока.